5 лет назад американская компания New Balance мощно ворвалась в европейский футбол. Ливерпуль, Селтик, Порту, Севилья. Казалось, это только начало. Но уже с сезона 2021 бренд теряет мерсисайдцев, а возможно скоро останется и без Мане с Клопом. Это главные имена в футбольном портфеле компании. Правда, футбол никогда не был главной ставкой New Balance. Например, компания хочет стать номером 1 в беге, поэтому спонсирует нью-йоркские и лондонские марафоны. В этом выпуске я расскажу о бренде, который появился почти 115 лет назад, но о котором 70 лет ничего не слышали за пределами штата, где трудился основатель. О компании, которая сотрудничает сейчас с лучшей командой мира, но совсем скоро ее потеряет. Перед вами история New Balance. Усаживайтесь поудобнее, будет интересно. Все началось в начале 20 века. 33-летний иммигрант из Англии Уильям Райли работал в Штатах официантом. Парень очень уставал от постоянной беготни и мечтал о более удобной обуви. Как-то он обратил внимание на курицу, которая ходила на заднем дворе его дома. Несмотря на тонкие лапки, птица сохраняла баланс за счет строения лап, имеющей 3 точки опоры. Эта идея вдохновила Райли, и в 1906 году в пригороде Бостона он создал свою компанию New Balance Arch Support. До производства спортивной и уж тем более футбольной одежды было еще очень далеко. Компания занималась разработкой супинаторов, которые создавали опору для пятки на 3 точках. Да-да, по аналогии с куриной лапкой. Отсюда и название «Новый баланс». Компании понадобилось 70 лет, чтобы выйти сначала на национальный, а затем и мировой уровень. Первые 30 лет у нее не было спортивных амбиций как таковых. Бренд делал качественную ортопедическую обувь из тельки, а еще сотрудничал с госструктурами, например, подавал обувь полицейским и пожарным. Но в Бостоне сильны беговые традиции, и в 1938 году New Balance сделал первые кроссы для местного клуба любителей бега. А уже с начала 40-х бренд начал производство обуви для бейсбола, тенниса и бокса. Клиентом компании стала местная команда MLB Boston Braves. В 1961 году New Balance выкатил беговые кроссы Trackster на рифленой подошве. Бегуны заценили новинку, так как компания предлагала размерную линейку кроссовок не только по длине, но и по ширине. А так звучал рекламный слоган: «Мы делаем обувь для всех». Спорт постепенно вытеснял ортопедическую обувь и становился основным бизнесом фирмы. В начале 60-х новый владелец New Balance Пол Кит придал названию компании спортивное звучание – New Balance Athletic Shoe. Но вплоть до 70-х бренд все еще оставался локальным. Клиентская база New Balance почти не выходила за пределы родного Массачусетса. Все изменилось, когда в 1972 году New Balance за $100 000 купил Джим Дэвис. Тогда в конторе работало всего 5 человек, которые делали 30 пар кроссовок в день. Он сразу обратил внимание, что компания вообще не использовала маркетинг. Она никогда не платила спортсменам или командам для продвижения. В New Balance считали, что люди должны ориентироваться на качество, а не на громкие имена. Дэвис так не думал. У New Balance очень хороший продукт. Я был приятно удивлен после того, как пробежался в них. Также считали бегуны, но компания полностью полагалась на сарафанное радио. Я был уверен, что с грамотным маркетингом продажи значительно вырастут, вспоминал он позднее. Так и произошло. Бренду помог беговой бум, на котором примерно в это же время взлетел Nike. В 1976-м Том Флеминг выиграл бостонский марафон в новой модели New Balance 320. В том же году журнал Runner's World признал эти кроссовки лучшей беговой обувью, и компания наконец вышла на национальный уровень. Но вместо подписания крутых амбассадоров, первое время компания использовала в своих рекламных постерах и роликах образ Майпа, модных пожилых людей в кроссах New Balance. Бренд придерживался слогана «Обувь для всех». Также отлично сработал ход присваивать моделям вместо емких и иногда странных названий простые номера. Это позволило клиентам самим формировать ассоциации с обувью, которая своим качеством должна была покорить покупателя. 320-я модель стала первой, на которой появилось знаменитое лого с буквой N. Дизайнеру Терри Хеклеру предъявляли, что обувь будут путать с более популярными Найками, но его это совсем не парило. Походу, в этом и была его задумка. Телефоны New Balance разрывались от новых заказов, а продажи выросли с $221 тысячи в 1973 до $4,5 миллионов в 1977. Для сравнения, годовой выручки в $100 тысяч компания шла почти 60 лет. Вот вам и сила маркетинга. В 1982 году компания наконец-то подписала контракт со спортсменом, но первый опыт получился противоречивым. New Balance за $1 миллион заключил соглашение с баскетболистом NBA Джеймсом Уорти.
Он трижды стал чемпионом в кроссах от New Balance, но в 90-м году его заметили с проституткой и контракт пришлось разрывать. Компания надолго отказалась от спонсорских соглашений, пока в 2009-м в нее не пришел маркетолог из Nike Марк Кавано. После этого New Balance подписал ряд бейсболистов и баскетболистов. Вы спросите, а где же футбол? На этот рынок компания зашла относительно недавно и сделала это крайне осторожно. В 2012 году она начала футбольный бизнес через дочерний бренд Warrior Sports. Компания пришла в Ливерпуль и договорилась на ежегодные выплаты в 25 миллионов фунтов. Сейчас сложно представить, но тогда это не было чем-то невероятным. За год до сделки от Ливерпуля сбежал Adidas, которого сильно смутили запросы клуба, 2 года сидевшего без Лиги Чемпионов. Вот что говорил тогдашний SEO Adidas, а теперь президент Баварии Герберт Хайнер. Запросы Ливерпуля и отдача от партнерства не соотносятся друг с другом. Все зависит от успехов на поле, популярности, ТВ-охватов и мерчендайзинговой выручки. Все должно быть в тесной связи. Что вы даете и что хотите получать. Мы посчитали, что запросы Ливерпуля были неправильными, поэтому все закончилось. Warrior Sports все устроило, а к 2015 году Ливерпуль начал взлетать. В New Balance решили, что самое время заходить на футбольный рынок основным брендом и подмяли под себя все команды Warrior Sports. Сток-Сити, Порту, Севилью, Селтик и, конечно же, Ливерпуль. Контракт с красными вырос до 45 миллионов фунтов в год, но за последнее время команда Клопа спрогрессировала настолько, что ей уже перестало хватать мощностей New Balance. Летом контракт заканчивается, и со следующего сезона лучшую команду мира забирает Nike, который сделал красным более привлекательное предложение. Со всеми бонусами это примерно 60-70 миллионов фунтов в год. В пользу Nike также сыграло глобальное покрытие и огромное число магазинов. В New Balance очень расстроились, судились с Nike, но проиграли. Компания потеряла главный футбольный актив, который принес ей широкую узнаваемость в Европе. У New Balance остаются и другие команды, но они заметно скромнее Ливерпуля. Сейчас компания одевает Атлетик, Селтик, Порту, Динамо Киев, Лиль, Нант, Стандарт, Мельбурн и несколько сборных. Ирландия, Коста-Рика и Панама. Две последние играли в New Balance на чемпионате мира в России. В отличие от гигантов футбольного рынка, New Balance для каждой команды старается делать не шаблонные, а оригинальные комплекты. Атлетику компания рисовала на форме баскский флаг, а Селтику на воротник наносили клубный девиз «Не такой клуб, как все». Новая стратегия New Balance – искать амбассадоров. Сейчас нам интереснее подписывать игроков, а не клубы. Они лучше продают бутсы. Роналду перешел в Ювентус, но от этого не стал менее популярным. Скорее он привел за собой своих фанатов, говорил гендиректор New Balance Роберт Ди Мартини. Из топов бренд работал с Рэмси, Компани, Насри и Фелайни. Бельгиец в 2017 подал в суд на компанию, обвинив ее в том, что якобы некачественные бутсы New Balance не позволили ему показывать лучшую игру и спровоцировали травму стопы. Фелайни не смог отсудить требуемые 2 миллиона фунтов, так как подал претензию после истечения контракта. Бельгиец ушел в Nike, зато New Balance переманил у бренда со свушем звезду поярче – Садио Мане из Ливерпуля. Правда, есть вероятность, что вместе с мерсисайдцами New Balance может потерять и сенегальца. По слухам, Мане и Клоп подумывают не отставать от партнеров и уйти от New Balance к Nike. Потеря Ливерпуля сильно пошатнула позиции New Balance в футболе, но надо сказать, что футбик никогда не приносил много денег компании. Послушайте слова SEO New Balance Роберта Ди Мартини. Доля футбола в нашем бизнесе маленькая, меньше 1%, но важная. Футбол — единственный спорт в мире, который затрагивает каждую страну. Мы по-прежнему новички в этом виде спорта, но надеемся нарастить долю. Если футбол приносил New Balance меньше процента с Ливерпулем, то можете представить, что будет без него. Главная часть бизнеса компании сегодня – это бег. Именно в этом виде спорта New Balance хочет стать брендом номер 1. Сейчас в зависимости от страны наша доля на рынке варьируется от 10 до 20%, говорит Ди Мартини. Не так давно мы стали спонсором Нью-Йоркского марафона, на котором рулил ASICS 25 лет. Теперь это наш забег как минимум на ближайшее десятилетие. Также мы забрали лондонский марафон у Adidas и тоже на 10 лет. Глобальная цель New Balance – войти в топ-3 спортивных брендов. В отличие от конкурентов, New Balance частично сохранил производство в США и Великобритании. В год компания выпускает примерно 100 миллионов пар кроссовок, и 18 миллионов из которых делают в Штатах. Футбольных бутс это не касается, они изготавливаются в Китае и Вьетнаме.
а джерси и одежду производят на Филиппинах. 2 года назад выручка New Balance достигла $4,5 миллиардов в год, но пока это все равно очень далеко от гигантов. У Nike 34,5 миллиарда $, а у Adidas почти 22 миллиарда евро. New Balance тратит 3% выручки на разработку продуктов. Этого хватает, чтобы регулярно радовать клиентов инновациями. В этой области ей помогает расположение. Компания базируется в Бостоне, а это значит, что по соседству находятся топ-вузы и лучшие выпускники Гарварда, МИТ, Бостонского университета. Всего в городе более 100 универов и колледжей. И вот топ-3 разработок от New Balance. Первое. Печатают обувь на 3D принтере. Часть кроссовок New Balance печатается с помощью специальной программы Stride ID. Кроссы создаются с учетом индивидуальных особенностей стопы. Только представьте, вы суете ногу в лазерный сканер и получаете обувь точно под ваш размер. В прошлом году компания выкатила новые модели кроссовок, в основе которых напечатанная на 3D принтере подошва. Новая технология Triple Cell сохранила время ее производства с месяцев на часы, а также позволила создавать кроссы на 10% легче остальных моделей бренда. В планах New Balance в 2020 году произвести больше 10 тысяч пар кроссовок с технологией Triple Cell. Купить такие можно от $175. Второе. Используют технологию NCAP. На некоторых моделях New Balance можно увидеть обозначение NCAP. Но что это такое? NCAP — это амортизационная технология, благодаря которой значительно снижается нагрузка на пятку и позвоночник. Конструкция состоит из экологически чистого вспененного каучука, заключенного в оболочку из полиуретана, которая дает повышенную устойчивость и гасит вибрацию. В таких кроссах ноги устают меньше, поэтому они подходят не только для спорта, но и для повседневной носки. И третье. Внедряют блокчейн для борьбы с контрафактом. В октябре 2019 New Balance также запустил пилотную блокчейн-программу для отслеживания новой серии баскетбольных кроссовок. Она позволяет пользователям отличать подлинную продукцию от контрафактной. При покупке модели Omnis вы получаете карту со встроенным чипом идентификации и безопасности. Чип можно отсканировать с помощью специального приложения New Balance, которое позволяет обнаруживать данную пару обуви в блокчейн-системе и подтвердит ее подлинность. Мы, кстати, тоже боремся с подделками и специально для этого создали сервис StopFake. Просто вбивайте в него адрес магазина или группы в социальных сетях и видите, оригинальный товар там продается или нет. А если какого-то магазина в базе еще нет, совсем скоро он там появится. Мы видим все ваши запросы. Ссылка на StopFake будет в описании. Покупайте только оригинальную продукцию. На российском футбольном рынке New Balance не проявляет большой активности. В сезоне 17-18 американский бренд работал с Рубином. Контракт заключили на 3 года, но уже в следующем сезоне казанцы вернулись к немецкому Яко. За год в России компания не успела сделать чего-то сверхоригинального, тем более, что они начали одевать казанцев только с 10-го тура. Классические цвета, дизайн не слишком отличался от предыдущего комплекта. Рубин стал первой и пока единственной российской командой New Balance. Компания пока не подобралась к нашим топ-клубам, зато кроссовки американского бренда пользуются спросом у российской политической элиты. Как ни странно, эту марку очень любит Владимир Путин. Он неоднократно появлялся на публике в белых кроссах 998 модели. Кстати, большим фанатом New Balance был Стив Джобс. В New Balance 991 предприниматель презентовал в 2010-м iPad. В Россию New Balance пришел в 2011 году. Первый магазин появился в Москве. В 2018-м гендиректор New Balance Роберт Ди Мартини отмечал, что российское направление бизнеса будет расширяться. У нас тут есть свое сообщество, которое мы надеемся вырасти. Причем повышается и потребительская активность. Пока Россия приносит около 2% выручки, но мы будем наращивать и планируем удвоить нашу долю на российском рынке. А сколько для этого потребуется магазинов, время покажет. Вот так бренд, который начинался с производства стелек и обуви для пожарных, стал глобальным и известным по всему миру. Когда-то простой иммигрант из Англии вдохновился лапкой курицы, а сегодня его компания стремится подвинуть Nike и Adidas. Будем следить за успехами баланса, а пока ставьте ролику лайк и пишите, историю какого бренда нам стоит разобрать в следующий раз. Обязательно зацените наши прошлые истории брендов. Здесь про Under Armour, здесь про Puma, а здесь зацените, как мы подбирали лук в магазине New Balance. Я Юра Русанов, Мяч Лаб. Пока.